Город Суздаль – один из древнейших русских городов. Возник он на месте торгово-ремесленного поселения на склоне мыса, омываемого с трех сторон рекой Каменкой и ее левым притоком рекой Гремячкой. Археологические раскопки позволяют отнести возникновение здесь первого поселения к IX веку. На правом берегу реки Нерль была целая группа таких поселений, которые в XI веке именуются в летописи как Суждаль, с буквой «Ж» вместо «З». В дохристианские времена здесь было сильным язычество. Первые христианские проповедники, проникавшие в эти земли, или изгонялись, или вовсе были убиты. А первое летописное упоминание о Суздале относится к 1024 году. В то время Ростово-Суздальская земля была под властью киевского князя Ярослава Мудрого. Здесь тогда вспыхнуло восстание смердов, которое было связано с долгими неурожаями. Восстание возглавили языческие волхвы, и для его подавления прибыл сам Ярослав. Расправившись с волхвами, он подавил это восстание. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году владения князя разделили его сыновья. Суздаль вместе с Ростовом и другими землями получил Всеволод Ярославич, а после его смерти они перешли его сыну Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Мономах со своими сыновьями успешно отбивался от нападений на город Болгар и завистливых князей-соседей, которые положили глаз на эти богатые земли. Именно Владимир Мономах строит в Суздале на рубеже XI и XII века первый собор, который, в отличие от деревянного ростовского, был каменным и был расписан фресковой живописью. Так постепенно, потеснив Ростов, Суздаль становится стольным градом Ростово-Суздальского княжества. А первым самостоятельным князем здесь стал сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Он сделал Суздаль своей главной резиденцией. Во времена правления Юрия Суздаль становится столицей огромного северо-восточного княжества. Границы этого княжества на севере простирались до Белого озера, на востоке до Волги, на юге до муромских, рязанских земель, а на западе до земель смоленских и новгородских. При Юрии Долгоруком на Суздальской земле строятся новые города и крепости. Был построен Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, Звенигород и, наконец, была построена Москва. А около Суздаля строится резиденция с палатами и церковью Бориса и Глеба в Кидыкше. Сын Юрия Долгорукова Андрей Боголюбский переносит столицу во Владимир, где закладывает кафедральный Успенский собор и строит белокаменные храмы. С этого времени Суздаль теряет свое политическое господство и начинается Владимиро-Суздальское противоборство. Князь Андрей был убит заговорщиками, а Ростово-Суздальская знать попыталась выйти из подчинения Владимиру. Но в итоге Суздаль все же вошел в состав Владимирского княжества. Однако великий князь Всеволод Большое Гнездо, младший брат Андрея Боголюбского, занимается строительством не только во Владимире, он заменяет Мономахов тын, или, попросту говоря, чистокол, который окружал Суздальский Кремль, заменяет новым рубленым городом. При нем значительно расширяется торговый посад. За посадом на Ярославской дороге в 1207 году основывается Ризоположенский девичий монастырь. С юго-восточной стороны Кремля, при впадении реки Мжары в Каменку, посреди полей строится Михайлова слобода, которая принадлежала брату Всеволода Михалке. После смерти Всеволода Владимиро-Суздальское княжество распадается и делится между его детьми. Суздаль достается его второму сыну Юрию, который вскоре занял и великокняжеский стол во Владимире. В период правления Юрия в Суздале был построен новый белокаменный Рождественский собор. А старое здание Мономахова собора к этому времени совсем обветшало. Новый трехглавый собор украшается резными растительными узорами и фигурами животных и богато отделывается. Суздальский Кремль находится на юге города, в излучине реки Каменки. Это древнейшая часть города. В Кремле сохранились земляные валы и рвы древней крепости, возведенные на рубеже XI и XII веков. Здесь находится Рождественский собор, несколько церквей и ансамбль архиерейского двора. В былые времена здесь были также княжеский и епископский двор.
где располагалась княжеская дружина и все их окружения. Во второй половине 17 века Кремль был окружен рубленой стеной с 15 башнями и воротами. Все это укрепление, к сожалению, сгорело позже в пожаре. И, как ни странно, у современного Суздальского Кремля вообще нет стен. Рождественский собор – это древнейшее здание Суздаля. Храм был построен не из белого камня, а из шероховатого туфа. Одна из главных его достопримечательностей – это золотые врата, которые были созданы суздальскими мастерами. При реставрации собора в советские годы на стенах южной апсиды были найдены древние фрески XIII века. В некрополе Рождественского собора под чугунными плитами пола покоятся члены боярских и княжеских родов Шуйских и Бельских, а также сыновья Юрия Долгорукова, Иван и Святослав. В 1635 году напротив Рождественского собора возвели восьмигранный столб колокольни с высоким шатром, где на среднем ярусе располагалась домовая церковь. Для сообщения рядом стоящих митрополитчих покоев с церковью от палат к колокольне были сделаны переходы. В западной части Суздальского Кремля находится деревянная Никольская церковь. Она была построена во второй половине XVIII века и перевезена сюда из Юрьев-Польского района в советские годы, вместо разрушенной церкви всех святых XVII века. Эта церковь – редкий образец клетских храмов. Такие храмы строились практически как бревенчатые избы. Церковь состоит из двух срубов. Главный сруб приподнят на подклете, и к нему примыкает второй сруб пониже, в котором находится трапезная. И храм окружает с трех сторон галерея.